Hey peace, come on, это Humid Peach. Это видео будет с полным процессом рисования акварелью. Готовьтесь, я постараюсь сегодня раскрыть свои фишки в рисовании акварелью. Вы сможете лучше понять мою технику, и, конечно, я дам информацию, как избежать эффекта грязи в своих работах. Многослойность, полупрозрачность – это мои приоритеты в акварели. Оставлять пустое пространство, а именно нетронутую бумагу цветом тоже. Я просто это люблю. Но предупреждаю, это видео не для слабонервных, так как в процессе монтажа я поняла, что моя техника достаточно раздражающая для тех, кто любит быстрый результат, но я сделала все возможное, чтобы вам было комфортно смотреть. Поехали! Но сначала не забудь нажать все кнопочки, поставить лайк авансом, нажать на колокольчик и подписаться. А теперь точно, давай начинать. Первое, что я чаще всего слышу от художников, так это про грязь в работах. Я буду, конечно, исходить из своего опыта работы с акварелью. Да, как и у многих в моих первых работах, не было такой легкости и чистоты цвета, как сейчас. И вот как вы можете избавиться от этой проблемы. Важно понять, почему у вас создается ощущение грязи. Может, вы используете много цветов одновременно? Или для того, чтобы намешать телесный оттенок, добавляете черный? У меня есть одно главное правило. Моя палитра состоит из светостойких и однопигментных цветов. Проще говоря, это простые цвета, в составе которых один пигмент. Вот пример того, какие бы я цвета поместила в свою палитру. У меня даже есть совместный набор акварели с Дэниел Смит. Я очень долго над ним работала, так как нужно было добавить лишь 6 цветов. При этом они должны круто сочетаться друг с другом. Давать интересные чистые цвета. Тем не менее, это не значит, что при обычном рисовании я не использую сложные многопигментные цвета. Но чаще всего я позволяю их добавлять себе на фон. Или для каких-то конкретных заливок, где мне нужен интересный сложный оттенок. Простые же цвета я стараюсь смешивать так. Максимум в смеси 1-3 цвета. При этом важно посмотреть на тубе характеристики и именно прозрачность. Да, звучит по-задротски. Если цвет однопигментный и прозрачный, то вуаля, у вас получается красивый, чистый оттенок. Попробуйте и, пожалуйста, отпишитесь. Помог вам этот мой комментарий или нет? Если говорить о нюансах, я использую достаточно много воды при смешивании цветов. Это дает не только возможность контролировать оттенок, но и в последующем вы сможете накладывать цвет мазки друг на друга и получать красивый эффект многослойности или смешивания цвета прямо на листе бумаги. Такое я люблю. Хоть и многослойная техника может занимать кучу времени, так как это требует не только порой повторения одного и того же, но и также, прежде чем наносить новый слой, вы должны подождать, когда предыдущий слой высохнет. А тут уже надо рассчитывать время, исходя из того, на какой бумаге вы рисуете. Кстати, на Boosty у меня есть посты с примерами работ и также брендами бумаги, которые я использовала. Ну и, конечно, там вы сможете найти мою студийную палитру со всеми названиями и брендами. Ссылки будут в описании. А что о процессе рисования? Если вы знаете, что можете забыть и закрасить важные участки, которые не должны быть закрашены, используйте маскирующую жидкость. Блики на глазах закрыты именно ей. Я люблю, с одной стороны, гладкость, такую вылизанность в рисунках, но с другой стороны, люблю градиенты, грануляцию и акварельные разводы, которые хаотичны, и ты не в силах контролировать их на 100%. Так вот, я такая противоречивая. Первые слои всегда полупрозрачны, и в смеси я добавляю достаточно много воды. При этом в процессе заливки я использую не один оттенок, а несколько. То есть в изначальную смесь я подмешиваю цвет, чтобы заливка была разнообразной, иначе мне становится скучно, и работа начинает тоже выглядеть скучновато. То, что касается не лица на рисунке, я уже заливаю более смело, добавляю сразу больше цвета, пигмента, разных оттенков. Вы также можете просто капать водой и позволять акварели высыхать так, как природа захочет. Сможете получить непредсказуемые разводы, но если вам важно, чтобы какие-то элементы были с гладкой заливкой, то тут важно контролировать процесс и, конечно, важна бумага. Пока вы сделали заливку на одном элементе, вы можете перейти к другому. Так предыдущее место успеет высохнуть, и вы сможете в последующем продолжить наслаивать слои. После того, как почти все необходимое залито основным цветом, я могу приступить уже к проработке и детализации. При углублении цвета и тона в работе я учитываю референс и, конечно, анатомические особенности лица и освещения. Как много всего, да? Но на самом деле эти знания накапливаются постепенно, и вы потом уже не обращаете внимания на это. Каждый раз, когда вы касаетесь кистью бумаги, вы можете контролировать конечный эффект. Если вам нужны более
четкие контуры, то достаточно не размывать края и просто подождать полного высыхания. Если же вы хотите более плавные переходы, то можете либо рисовать по мокрому, либо же просто полусухой влажной кистью вытягивать края заливки. Так она будет достаточно мягко перетекать. Я чаще использую одновременно оба варианта, так как это позволяет сделать работу с технической точки зрения интересной, и мне нравится не размывать края и получать эффект хрустяшки. Хотя если мое настроение романтичное, то я стараюсь сделать работу более мягкой. Для первых телесных заливок, как вы могли заметить, я использовала такие комбинации цветов. Для первых телесных заливок я могу использовать такие комбинации цветов. Все, что касается последующей работы, углублениями, созданием теней, то тут уже от настроения. Я могу создавать более глубокие темные тени, или же не стремиться повторять референсы и добавлять просто интересные любимые цвета. Например, голубой. Яркий, чистый голубой. Он может быть чистым, а может смешаться с предыдущей влажной заливкой, прям как мой ник. Самыми тонально выраженными местами в данной работе будут веки, пространство под носом, верхняя губа, тень под нижней губой. И в последующем, конечно, я сделаю еще на них более яркие акценты, но не все сразу, не все сразу. Я, кстати, не против черного цвета в работах, даже наоборот. Для более глубокого черного я использую не акварель, а черную гуашь. Она реально дает более яркий, плотный и глубокий цвет, чем акварель черного цвета. Я, кстати, взяла эту фишку у Дмитрия Ребуса, возможно, вы знаете этого художника. Так что последние годы это обязательный материал в моей косметичке художника. Поэтому зрачки, стрелки и ресницы я прорабатываю очень часто именно черной гуашью. Так что очень круто она выглядит. Также она может круто выглядеть на фоне, потому что можно сделать плотный черный равномерный фон. Почему я не набираю тон сразу? Сама не знаю. Я делала такие работы, они получаются достаточно быстро, но они менее простые. Но они не менее простые, потому что там также должен быть максимальный контроль и понимание, что вы делаете сейчас и что будете делать дальше. Но мне нравится размеренность процесса и постепенность, когда рисунок начинает оживать спустя пару десятков слоев. Шутка. Короче, у вас есть время подумать и передохнуть. А что добавить, а что не нужно. Ну и благодаря такой технике вы работаете то тут, то там, что позволяет рисовать работу равномерно, последовательно. Хоть какая-то предсказуемость появляется. Меня многие часто спрашивают про использование белой акварели, но если вы видите в моих работах блики или что-то пастельных цветов, такие цвета обычно не бывают в акварели, то знайте, скорее всего или на 100% я использовала белую гуашь, можно еще акрил. Только эти материалы позволяют сделать реально яркие блики или же сама бумага, которую вы заранее не закрашивали. Если вам понравилось мое видео, или вы хотите добавить, ставить какие-то комментарии, то я жду всех внизу под видео. И спасибо, что были со мной, спасибо за просмотр. Strange, 'cause when I see my chest in pain, seems like I'm always looking your way, and I keep wondering if you'll do the same. Guess I'm in love, in love, in love, but I've fallen in love, in love, in love, in love. I've fallen in love.